Так, всем привет, ребята. Сегодня я сниму такой быстренький обзор на сканер Autel MX900. Значит, я буду снимать этот обзор для любителей, которые хотят купить такой приборчик. Как бы не для профессионального использования, хотя его можно использовать и для профессионального, но он такой очень слабый. Но я больше для любителей по поводу, стоит ли его выбирать, стоит ли его брать и какую нишу он занимает, что вы им можете делать, а что не можете. Ну и как производители нас, в принципе, разводят на вот таких вот простеньких машинках. Хотя денежки оно уже стоит не простенькие, так скажем. Ну, как он выглядит. Вот я включу свет на время, да. Ох, яркость в нем врубилась. В общем, это прибор Autel. Он такой же, как все Autel. Сейчас пусть яркость в нем уменьшится. В нем автоматическая яркость. И яркость можно еще взять вручную. Ну она до конца уменьшилась. Я сразу поставил. Вот это сейчас минимальная яркость. Но оно реально у меня на камере ярче выглядит, чем я вижу глазами. Значит, по сути, что из себя представляет этот Autel? Это улучшенная версия 808. Кто знает, там, если кто хочет купить себе такой среднего уровня, полупрофессиональный, профессиональным его не назовешь, потому что я вот коснусь потом некоторых функций, которые должны быть в профессиональном, и оно не профессионально он все-таки. Он не заменит старичка 508, который уже давно, он и близко не подходит, скажем, к 608, да. С 508 он схож, и в нем даже больше некоторых функций, но этой функции, все это просто развод. Вот. Сейчас я вам покажу. Я сделаю меньше яркость. Вот так вот, наверное, да. Вот так примерно он выглядит реально. Я пытаюсь подогнать его к реальному свету. Вот. Ну, нормально. То есть предыдущие версии были такие, ярко ночью били. Здесь реально уменьшаешь. Вполне себе нормально смотрится. Смотрите, марок очень много. Да. Марок очень много. И это даже близко не все, которые я загрузил. Меня не интересует там часть французских. Французские вообще не интересуют, у нас их нету. Меня абсолютно не интересуют китайские. Вот для примера я покажу. Я их даже обновления их не загружал. Вот оно висит. Добавьте типа 31 обновление, да. Я вам зайду, покажу, что это за марки. Вот они какие-то там. Brilliance, Beat, Чанче какой-то. Давайте тут зайдем, чтобы больше посмотреть. Обновления, кстати, дают на год. До 25 года я могу сделать. И будет стоить $149 годовое обновление. Для любителя оно не нужно. Ну, вроде как говорят, Wi-Fi выключай, и у тебя все будет работать потом дальше. То, что было, то и будет работать. Главное не давать обновляться, вообще не включать Wi-Fi. Кстати, да, подскажу, кто не знает. Когда заканчивается срок обновлений, обновления в этом приборе происходят таким образом, что новое обновление загружается и стирает старое. Вы должны это знать вообще. Потому что если вы дадите ему обновляться после вот этого срока, то оно не обновится, но начнет стирать то, что было. То есть попытка обновления, она стирает, затирает то, что было. Поэтому очень важно, когда заканчивается срок, выключить Wi-Fi и забыть про него вообще, как бы, чтобы оно не стирало ту базу, которая есть. Ну и тогда вы будете ей пользоваться. Уже новых не будет, конечно, машин там и всяких. Но хотя бы оно останется то, что есть. Ну и смотрите, что это за марки. Не знаю, видно? Вот так, наверное, да? Короче, фигня какая-то китайская, да, и она хочет мне загадить память. Не хочу. Не хочу. Так, давайте теперь о чем дальше? О возможностях.
или о глюках. В отличие, значит, что заявляет продавец? Что это версия 23 года, и они даже ее показывают как версию 24 года. Один из плюсов этих версий, что больше сервисных функций, да? Они здесь пишут, знаете, у них в рекламе вообще сервисных функций теперь у нас там 27 было когда-то, потом там 30, потом кто-то 32, 34 там, потом уже 37, 38. Я вам сейчас покажу рекорд, ребята. Подождите, где у нас сервисные функции находятся? Вот они. Смотрите. Вот снизу видно, да? Подождите. Что тут 3 страницы. На каждой странице 5 вверху, 3 так. То есть 15 сервисных функций на одной странице. Смотрите, одна страница. Вторая страница, то есть 30 сервисных функций. С прямым доступом имеется в виду. И третья страница, не хватает одной, да? То есть 14. 2 по 15, а одна страница 14. То есть теоретически 44 сервисные функции. Даже грузовые какие-то машины, да, они сюда вставили. На самом деле это развод производителя, компании Autel. Ни в одной, когда вы зайдете в марку, ни в одной марка она не может поддерживать столько. Ну и в машинах в некоторых столько нет. Я заходил в марки, там в Chrysler, который мне нужен, там в Ford заходил. Там их там 5, 6, и уже нету такого изобилия, понимаете? Это как бы оно поддерживает 40 теоретически. На самом деле всего этого меньше. Потом смотрел, один парень снимал обзор, он продает эти аутели, и он, значит, снимает обзор. Смотрите, вы можете зайти и почитать сервисную информацию, да, то есть как проводить какие-то настройки, там, какая информация об этом автомобиле. И, я не то нажал. И в общем, можно зайти в любую марку, и у вас будет информация. Ну вот смотрите, я захожу в Chrysler. Захожу в Chrysler. Что Chrysler показывает? Либо автоматическое сканирование, либо ручное. А здесь ничего нету. А там вот здесь должна быть сервисная информация о Chrysler. Ее здесь нет. Открываем любой другой автомобиль. Короче, я уже здесь лопатил, да? Я лопатил там, которые меня интересуют. Там Ford, Hyundai. Меня интересует там, вот опять, видите, нету. Выходим. И я вот лопатил кучу марок. Меня Lexus интересует, тоже нету, да? А вот тот парень снял, смотрите, заходим, вот, допустим, он так вам рассказывает. Вот, допустим, заходим мы в Audi. Ну, я так, заходим, допустим, мы в Audi. Получается. И вот она есть. И вот он, смотрите, как возможности прибора какие. Ребята, ни в одной марке вы больше не найдете вот такой фигни, как в Audi. Получается, этот прибор больше для европейцев, для Audi, Volkswagen. Хотя даже не знаю, в Volkswagen будет. Просто я здесь, наверное, не устанавливал Volkswagen. Бразилия есть Volkswagen. Вот есть простой Volkswagen. Давайте ради интереса. Вон он вверху был еще какой-то LT. Ну, короче. Ну вот для Volkswagen есть, видите? То есть, получается, что приобретая Autel, вот я вот там его посмотрел обзор, и вот у меня Autel 900, и в нем сервисная только Audi Volkswagen. Получается, это специфический сканер, настроенный на Audi Volkswagen. А в остальных нету такой сервисной информации, не найдете. То есть, берем какую-нибудь популярную, давайте вот BMW ради интереса. Будет ли сервисная информация по BMW? Она, конечно, не так, ну вот ее нету, да? Она, конечно, не так вообще и не нужна, но мне было бы интересно посмотреть. Вот, да. Я популярное смотрю. Вот Mercedes, допустим. Что мы увидим по Мерседесу? Опять же нету. Видите? А парень хвалит, покупайте Autel. В нем вы можете посмотреть сервисную информацию. Да ладно. Для Audi всего в открытом доступе все сделали. Вот. А здесь все. Ничего нету. Вот вам один развод. Потом сейчас покажу реальный глюк Autel, который
купите, да, и сразу он будет бесить. Можно заходить по маркам, а есть общая ОБДшка, да, ну вот вы видите, да, ОБД сканирование, а есть уже помарочная, по маркам. Ну, допустим, я хочу по-быстрому посмотреть что-то, захожу в ОБД. Да, вот я зашел, там какие-то там автоматическое захотел, там, вот зря я нажал. Сейчас будет долго это все, наверное, проверять. Вот. Ну вот, я, допустим, посмотрел, что мне надо, да, просканировал, потом вот я выхожу, твою маковку, аутель, да, и смотрите. Ну ладно, здесь не выходит. Вот еще есть выход, да? Жму. А что такое с аутелем? У нас такой надежный прибор. Покупайте аутель, потому что он, ну, прям надежный. И как мне выйти? Я из этого режима выйти не могу. Хорошо, нажимаю напрямую выход вот сюда, да? Вышел диагностику. Но операция здесь висит. Вот она, видите, зелененьким помечено, что я нахожусь там. Да? Я нажимаю и опять сюда же. Я только на второй день догадался, вот это сверху. Я не знаю, для чего это вот машинка, вот это из машинки в машинку эмблемка. Вот она позволяет... Я до этого перезагружал прибор просто. И вот только она позволяет выйти. То есть это явный баг аутеля, да, его вот надо знать, иначе это будет у вас реальной проблемой. Теперь, как бы я одну из функций, для чего я брал, для одного из моих машин, мне нужно стереть иммобилайзер, да, то есть привязывать ключи он привязывает. Я привязывал ключи привязываются без проблем. Ну, на Крайслере я привязал. Вот, я еще с Мерседесом побалуюсь, у меня еще Спринтер стоит. Пока я только с Фордом. Для Форда он вообще никакой, да, то есть часть функций делает, часть не делает. Что-то найти, там, то двигатель такой, заходишь, не такие функции, надо в другую заходить, в другой год, там, смотреть, под двигатель этот 2-литровый, как только не обозван, там, то так он обзывается, то так, ой, короче, мне вот не понравилось, хотя об подушке безопасности он показал мне хорошо, да, то есть тут я уже не буду гнать, потому что в плане подушек он мне сразу показал каждую подушку, сопротивление каждой подушки, и все преднатяжители сразу показал ошибку в Форде, да, и ошибку, я даже нажал ошибку, и он мне показал, что вот такой-то натяжитель с такой-то стороны, вы там проверьте контакт, вот там разъем, как бы, и там как бы дальше уже все пошло хорошо. По обновлению я в Форде пытался коробку PowerShift адаптацию, по-моему, запустить. Она у меня ошибка, в ошибку выпадала все время. То есть PowerShift в адаптацию. Может, она отдельно, если адаптацию заходить. Тут есть отдельная функция адаптации. Но через программу у меня почему-то не получилось. Но я просто уже потом и баловаться долго не захотел. То есть с первого раза не вышло. Ай, думаю, все, уже мне не нравится. Поэтому прибор такой больше игрушка, да, больше игрушка. Допустим, вот я начал по иммобилайзеру, да, вроде как он может стереть информацию иммобилайзера. Опять же здесь хитрость по поводу стирания информации иммобилайзера. Заходим в Chrysler, да, там какой там у меня 11. Так. Сейчас я вам покажу, как он пишет информацию по иммобилайзеру. Я не буду сейчас ничего делать. У меня сейчас напряжение. Машину на зарядку поставил. Кстати, пишет напряжение машины. Да. Вот я зашел в горячие функции Крайслера. Ну, на одной странице 15. И то не факт, что они будут еще все работать. И на второй 14, да? То есть уже и близко нет 40, которые там... Ну, возможно, оно здесь все покрывает, я не знаю. Да. И заходим мы здесь... Где-то ему...
Вот, с чем я столкнулся. Я, значит, смотрел, как человек работал с 508, и 508 может стереть полностью конфигурацию иммобилайзера. Здесь как бы тоже написано, что он может, но очередная хитрость, как он может. Обратите внимание, вот эта страничка, да, по иммобилайзеру. И вот он пишет Reset Win Configuration. На самом деле, вот этот Reset, он все не стирает. Должно быть Erase. Вот Erase — это вытереть, как бы полностью ее, стереть. Вот в 508 есть функция Erase Win Configuration. А здесь она просто Reset. И оно не стирает полностью информацию. То есть он такой обрезанный, получается. Вот даже по иммобилайзеру он обрезанный. Вы конфигурацию полностью ее не можете вырезать. Не то что конфигурацию, просто очистить. Win-модуль вы не можете. Вот получается, что без старичка 508, 608 вопрос не решается, а стоит денег. А стоят эти штуки сейчас там $500-600 приблизительно, да? Так, ну вот я... где-то, да, тут хоть выходит, по крайней мере. То есть, видите, я вот сейчас как-то больше по минусам, я такой специалист по минусам, да? Что не нравится, сразу рассказываю, чем мне не понравился прибор. Прибор, конечно, такой... Это, конечно, не шнурок, он лучше шнурка намного. Но когда читаешь рекламу, которую дают по этому прибору, вы там, ну прям супер, там пишут, это следующее чуть ли не поколение 808. У вас, экран увеличенный, тот был 7-дюймовый, этот 8-дюймовый. Ну, то есть это ощутимо 2,5, то есть это от этого угла до сюда. Представьте, у вас был бы экран только как белая часть. То экран, конечно, больше стал. Но что толку мне с экрана, если я не смог сделать то, ради чего я его покупал? Да, экран стал больше. Это однозначно. Быстрее работает. Это однозначно. Быстренький такой он, да, довольно быстренький. Не супер там быстренький. Вот, и загружается там все быстрее, подгружается все быстрее. Из еще таких плюсов батарея. Вот смотрите. Я его зарядил 2 часа назад, снял с зарядки. И он как был 100%, так и стоит. То есть, я вообще не знаю, он не показывает, что он заряжается. Может, он и заряжается сейчас, пока он подключенный. Но заряд не идет, нету показаний, что батарея заряжается, да? Вот. Ну, я вчера просидел с ним 3 часа. И он у меня там с 73 до 70% всего лишь упал. Ну, правда, подсветка была в самом, то есть я вечером сидел, и подсветка в самом низу. Вот. То в этом плане, конечно, с ним можно сидеть очень долго, часами буквально. Вот. Батарея здесь 7200 или 7300 ампер-часов. Да? То есть батарея здесь очень хорошая в сравнении с обычными, там, которые там по 2, по 3 тысячи, да, то тут 7 с чем-то. Я смотрел обзор одного парня, он говорит, на 8-часовой рабочий день полностью хватает. Постоянно ходишь, включаешь, даже не запариваешься. Я тоже его еще, ну не знаю, разряжу я его потом или нет. Я сейчас еще в Мерседес пойду, побалуюсь. Вот. Ну, в плане батареи классно. Потом видел жалобу американца, что в предыдущем 808, по-моему, он не мог яркость сильно уменьшить, она у него слепила постоянно. По яркости, вот у меня самый сейчас минус, и автояркость стоит. Когда стоит авто, вы сразу вниз ставите, и оно будет так все время оставлять, вот это для него самый минус. Ну, нормально, не слепит, ничего, ночью сидишь. Ну, не ночью, вечером, да, можно сидеть спокойно. Ну, интернет на нем работает слабо. Планшет сам, оперативки там, наверное, хотя они пишут 4 гига оперативки, но
Ну, YouTube показывает, то есть, что интересно, ошибку находите, да, потом номер ошибки, и по номеру можно, есть функция Search, вы ее нажимаете Search, и она вас выкидывает в Google сразу же всю информацию по этой ошибке, что есть в Google, и ролики в YouTube подсовывает сразу же, вы можете сразу посмотреть. Но у меня почему-то здесь звука нет, у меня звук так и не заработал. Я не понимаю, ролик идет, а звука, или оно ролики такие, или я не разобрался, где здесь звук добавлять. Ну, короче, звука у меня не было. Поэтому плюсы относительно 808 есть, да, то есть... ну еще здесь есть вот этот, я забыл, как он называется. Короче, протокол CAN-FD, что ли он называется, который в новых, вот он в Hyundai новых есть. У меня есть другой приборчик, и я им Hyundai Sonata 17 года читаю, у меня все нормально. Для быстренького просмотра хватает. А пытался читать Kia Kona, что ли, 20 года. И все, я не смог ее прочитать, протокол там какой-то не поддерживаемый, что-то там у меня ничего не показало. То здесь уже вот этот стоит, по-моему, CAN-FD называется, что-то такое. Они уже добавили. Это вот этот протокол сюда. Короче, добавили всякой фигни, по сути, да. Сделали большой планшет, сделали большую батарею, там, ну, в общем, всего. Но для работы, как бы, получается, и не годится, да. То есть мне все равно, наверное, придется 508 себе купить. Вот. Я в нем таких больших плюсов я в нем не нашел. Ну, сейчас еще в Мерседесе посижу. Может, меня Мерседес очень порадует. Ну, марок много, конечно, да. Land Rover какие-то. Ну, меня Opel и Peugeot не интересует. Можно выставить, кстати, вот тут есть Америка, допустим, да. Вот все уменьшилось. Вот уже пошли версии для Америки, да. Вот отдельно Европа, и уберутся там, что есть в Европе. Ну, немножко проще, чтобы не листать. Asia, да, Hyundai, Lexus. Вот. History, да. Это вот что я смотрел, да. Audi, да. Какие я машины набирал. И, наверное, можно их сразу напрямую набрать, да. Ну, давайте попробуем. Я сам это, кстати, не... Ну, да. То, что делал. Тесты какие-то. Ну, в общем, так это я снимаю для тех, кто вот выбирает себе там первый приборчик какой-то, без опыта, без ничего, то да, прямые функции работают. Я пробовал, запускал прямо отсюда, там включить вентилятор первая скорость, включить вентилятор вторая скорость, там запустить какой-то, да, вот это все работает. Да, то есть вот эти вот двусторонние функции, они можно все запускать, все проверять, там открыть двери, открыть правую дверь, открыть левую, открыть заднюю дверь. Потом у меня даже в Chrysler работала выставить, насколько она должна подниматься, да, вот эти вот углы, корректировку сделать, корректировку вверху, корректировка внизу для закрытия дверей. Ну, в общем, вот это все такое есть, то есть его любительским, конечно, не назовешь, он со шнурками, вообще, ну, шнурки я не обсуждаю. У меня такой был приборчик, как он называется, лаунч, да, лаунч простенький, вот. И в простеньком лаунче я тоже много чего делал, такого простого мне хватало. Но вот сейчас я уже уткнулся, что мне уже лаунча того простенького не хватает. И следующий уровень я вот хотел уже купить, чтобы мне покрыло мои 4 машины, у них все разные. И вот столкнулся, что вот я не решил одну проблему в Крайслере здесь. Но еще сейчас с Мерсом повожусь. В принципе, вероятно, что я его сдам. Благо, что у нас в США можно... Вот мне, допустим, 30 дней, если вы покупаете где-нибудь там на Amazon, в Walmart, я в Walmart брал, вот, то 30 дней я могу поиграть, не понравится, просто сдать его. Вот, мне он не нравится, я его сдам, я, наверное, посмотрю лаунч, куплю и посмотрю, решит ли мои вопросы лаунч, потому что здесь больше, насколько я заметил,
это больше по европейским машинам. И даже не всем европейским, а именно по Audi, Volkswagen. Вот. Ну, еще что интересно, кто захочет покупать уже здесь, в США, скажу вам, что у них сейчас какая-то там акция. Если вы покупаете через Walmart, то они вам еще присылают 2 часов в подарок. Вот таких вот. Часы называются AutoFix. Я по ним отдельно обзор сниму по этим часам. Преимущество покупки у них часов. Часы, разработчик этих часов, компания Autel, вот которая же и произвела этот прибор. И эти часы, они как смарт-часы слабенькие. Функций не так уж и много. Но я по ним отдельно обзор сниму. Я просто скажу, для чего они нужны. Как бы можно сказать, что нафига эти смарт-часы. Их с помощью прибора вот этого можно, либо любого другого, привязать к автомобилю как 3-й или 2-й пульт к автомобилю. И вам пульт больше не нужен. То есть вы часы будете использовать как пульт для открытия дверей, для запуска машины. Это как ваш ключ, еще один к автомобилю. То есть с часов вы нажимаете кнопку «Открыть дверь», «Закрыть». Автозапуск для некоторых моделей, не для всех моделей будет работать. Там написан список, где оно будет хорошо работать, где не очень. Вот. Мой хундайчик, кстати, есть. Я себе могу вот это привязать. И ключи вообще не брать, как бы ключи, а с часов. Ну, я не считаю это надежным, конечно, совсем ненадежно надеяться на вот такие часы. Но я могу с часов нажать кнопку «Разблокировать машину», заблокировать, удаленно завести ее, сесть и поехать. Автозапуск там работает. Ну, в общем, я эти функции пока не подключал, но по часам я, наверное, обзор сниму. Если вам интересно, пишите в комментариях, и я сниму. Что интересно, что они предоставляют 2 часов. То есть не одни часы, а 2. Я теперь даже не знаю, как теперь сдать, если у меня есть часы. Вот эти такие. Они как и фитнес-часы идут. Они... Что мне не нравится, что в этих часах только Bluetooth. То есть я по Bluetooth... Телефон мой должен быть всегда в кармане. На вид как Apple. Прямо корпус. Ну ладно, это я отдельно сделаю. Обзор в следующем видео. Ну и по Autel тоже пишите. Он у меня еще будет недельки 2. Да, то есть я за эти 2 недельки еще больше с ним поработаю, посмотрю, что он мне поможет или он мне не поможет, вот, решить мои проблемы. У меня вот в Мерседесе там вопрос, ну, в Форде я уже вижу, что я вопрос решаю, то есть он мне показал, где неисправность и куда мне лезть и что мне устранять, ну и все, хорошо. То есть с Фордом у меня вопрос решился, хотя дальше я по двигателю там смотрел по настройкам всяким, мне что-то не понравилось, ну, это уже такое... Что-то нравится, что-то не нравится. В Крайслере вот он у меня вопрос не решил. Ну и сейчас полезу в Спринтер. Там DPF фильтр у меня ошибка, поэтому там буду смотреть, что там с DPF, что он мне сделает. Запустить очистку там и все такое. Ну и принудительные плюс функции какие-то. Все, пишите, какие вопросы по Autel MX 900. Не думайте, там 916 вроде хвалят по функциям. Ребята, между ними небо и земля. Да, это, простят, 900, это вообще он чуть-чуть лучше 808. Ну, лучше, конечно, да. Но в основном все, что вы в рекламе прочитаете, все, что касается лучше, это здесь сам планшет лучше. Марок не больше. Там добавлено чуть-чуть больше всякой... Реально это такой же 808, просто с современным большим планшетом. На дюйм больше, ну и аккумулятор просто зверь. Блин, он все время показывает 100%. Я думаю, ну когда-нибудь вообще будет разряжаться за вечер или нет. Постоянно 100%. Все, будут вопросы, пишите, отвечу.